Добрый день. Вопрос в следующем. В Excel производим вставку, специальную вставку диапазона в Word. Ну, например, вот так. Выделяем диапазон от А1 до Е5. Копируем в буфер и вставляем в Word. Специальная вставка. Связать лист Microsoft Excel. Окей. И посмотрим, нажав на Alt F9, что у нас получилось. Проверим, обновим связь. Все нормально. Диапазон отображается. Теперь посмотрим, как выглядит эта ссылка. Мы видим, что здесь ссылка идет на абсолютный диапазон, то есть имя листа и диапазон ячеек. Так, хорошо. Теперь в Excel зададим имя этому диапазону. Ну, например, так. Скопируем его сразу в буфер. Оно пригодится, это название. Так. И теперь поправим эту ссылку. Поскольку это имя в книге, то лист указывать не обязательно. И проверим. Работает она? Обновим связь. Видим, что ошибки нет. Alt F9, все отображается. Хорошо. Еще раз заглянем в Excel. Изменим диапазон. Изменим диапазон на всю таблицу умную. То есть диапазон, который умная таблица занимает. А2, H4. Да? Так, А2, H4. И сдадим. Пусть это будет вот так. Вернемся в Word и поправим эту ссылку. Проверим ее. Работает она? Обновим связь. Работает. Отображает другой диапазон, но все нормально. Хорошо. Теперь воспользуемся вот этим именем. То есть он ссылается на тот же самый диапазон Table 1. И попробуем изменить здесь. Проверим, что получается. И мы получаем ошибку. Ошибка связи. То есть получается, что несмотря на то, что это имя Table 1 отображается в диспетчере имен Excel и указывает на тот же самый диапазон, но возникает ошибка связи. Вот это непонятно, в чем дело, почему. Если это не имя именованного диапазона, то почему оно в диспетчере имен указывается? Вот это непонятно.